Всем привет! Решила показать сейчас рецептик такой от кашля. Сейчас он, дитё, сильно кашляет. Смотрю, дверь закрыта или нет. Пока они там сидят, занимаются с учительницей, я сделаю. Значит, я вот здесь уже высыпала, здесь где-то примерно чайная ложка, может больше, корицы. Так, это она у меня просто чуть-чуть была в пакете запакована и просыпалась чуть-чуть. Так, меда сколько не жалко. Так, час дня сейчас, как раз сильно очень кашляет, уже 2 недели, никак не вылечим. Была температура у нее 2 дня. Так, это горчичный порошок. Я сыплю побольше, потому что у меня немножко уже специи такие старенькие. Ну, почти 2 ложки чайных. И они, когда специи стареют, они как бы силу свою теряют, поэтому можно больше сыпать. Куркума. Куркумы тоже сколько не жалко. Ну, может быть, 2 чайные ложки сейчас я высыпала, где-то так. Потому что куркума, она лечит верхние дыхательные пути. И у меня кашель не проходит, и у нее кашель, и у бабы тоже. Вот такую горку тоже имбиря. Да, тоже высыплю все. Тут остатки остались. Высыпаю. Так. Я куркумы 2 пачки вытащила. Так, корицу, наверное, еще добавлю. Тоже сюда. Ой, сыпанула. В общем, ладно. Чем больше, тем лучше. И прям такой кашель, аж вот прям вот раздражающий, как до тошноты аж. Я делала ей, давала ей АЦЦ, давала гербион, проспан давала неделю. Все вот по неделе давала, ничего не действует. Температура спала, то есть 2 дня была температура и спала. Так, топленое масло, ну считайте где-то столовую ложку примерно. И вот эту смесь, сейчас вот я ее размешаю и давать по чайной ложке в течение дня. И как бы не действуют никакие эти отхаркивающие. Ноги парили. Что мы еще? Горчичники ставили. Йодовую сетку ставила я. Медовую лепешку тоже делала. Надо еще продолжить ее делать. Не действует и все. Вот сейчас попробую. То есть вот эту смесь я уже 3-й день, получается, сейчас я даю ей. Завтра к врачу пойдем. Записала я ее к врачу. Потому что 2 недели уже в школу надо идти, а у нас кашель никак не проходит. У меня полегче немножко стало, а у нее все равно так, как был, так и есть. Так. Вот такая вот густая кашица получается. Ну, масло еще разойдется, может быть, будет пожиже. Сейчас масло просто еще замерзшее. Вот я давала ей, делала. Тут завязала пакетиком, потому что крышку сразу не могла найти. Потом нашла. Вот такую вот кашицу, вот эту делала я.
Вот уже почти все съела она. Очень хорошее средство. Я это давно средство делала, еще она маленькая была. Ой, я забыла черный перец. Главное, поставила на стол и забыла. Тоже черного перца как можно больше. Ну сколько? Ну чайную ложку точно я здесь насыпала. Будет немножко драть горло. Это хорошо. Имбирь с черным перцем — это вообще красота. Можно давать как питье. Допустим, там в воде развести в теплой черный перец с имбирем и давать. Можно еще лимон сюда. Вот сейчас добавлю лимона. Так, где у меня лимон? Тут я забыла добавлять его. Сейчас я пополам его разрежу, выдавлю сок, а из шкурок сделаю напиток. Так. О, вот так вот. Он, если слышно, прямо аж это не может остановиться, кашляет и кашляет. Так, семечки попали. Сейчас другой ложкой. Половинку лимона выдавила. Хватит пока на это количество. Так. И напиток, чаек сделаю. Все. Чтобы пила. А то ну никак не проходит. Ночью ложится прям вот, пока не уснет, все время кашляет, кашляет без остановки. Так, а где тут семечко попалось еще? Ну, жидко получилось, потому что лимон добавила и масла много. Жидкая смесь. Вот такую смесь, вот эту вот, я ее в течение дня по чайной ложке даю. Ну, можно, допустим, там, чтобы за день съела. Вот так вот. Все. Вот так вот. Если кто-то посчитает, что это много, допустим, меда, ну, можете поменьше давать. Можете на 2 дня разделить. Я не считаю, что это много. Я считаю, нормально для нас. Так, вот сюда вот я сейчас переложу. Мне нельзя просто топленое масло, нельзя лимон. Поэтому я себе такую смесь не делаю. Я просто там чаи с медом гоняю. И все. Так лечусь. Да и у меня полегче. Все равно как-то легче. Бедный ребенок мучается. Все. Выложила. Учительница у нас очень хорошая там. Сейчас сидят, занимаются. Прям с душой так занимается. Немножко она и прикрикнуть может. Ну, потребовать. Как не просто так кричит, а именно требует. Когда она не собранная. У нас новости. Я выкопала наконец-то
вот эту вот розу, она пропала у меня почти из большого горшка, потому что там грызли ее черви. Ну, я от нее еще отломила отросточки, на другом окне стоят. Надеюсь, еще дадут корни. А вот что осталось, вот остался вот такой вот маленький корешок. Поэтому я ее выкопала. Да, даже не выкопала, а просто вытащила рукой. Была огромная, вот она. Вот он огромный вот этот вот горшок. И просто съели все корни. Поэтому я, в общем, вижу, пропадает. Это я клеенку так временно сюда положила. В общем, уберу его. Потом, как тепло будет, балкон откроем, туда поставлю. Так, вот здесь вот у меня стоит стул. Я разматываю вот эти мотки, которые я в прошлом видео показывала. На клубочки делаю. Уже 4 клубка я уже сделала. Вот таких огромных. Сегодня у меня по плану еще 3 сделать. То есть вот этот вот сделаю клубок. И еще 2 каких-нибудь. И буду, что хочу связать. Вот здесь вот заменила вот это покрывало. Оно у нас было страшное. Вот это вот лежало. И заменила вот этим вот. А оно у нас двойное. Вот здесь на синем фоне белые рисунки. Белые цветы. А здесь наоборот. И хочу вот на эти подушки связать такие, ну, чехлы как бы, как наволочки. Потом в итоге я эти подушки выброшу и буду новые покупать. А размер, просто по размеру, чтобы сориентироваться, вот так сейчас пока вязать буду. Из разных цветов. Так, и вот эту вот, я еще не сказала, вот эту живицу даю. Сейчас вот 3-й день только начала давать. На кедровом масле с прополисом. Даю ее как от кашля. Но она как поднимает иммунитет. Здесь вот написано при изменениях эндометрия, кому надо. По пол чайной ложки даю 3 раза в день за 20 минут до еды. Вот так даю. Вот здесь вот написано: комплекс кедрового масла, живицы, кедра и прополиса положительно действует при простудных воспалительных процессах: кашель, насморк, воспаление горла, бронхит, пневмония, при желудочно-кишечных расстройствах, при долго не заживающих ранах, при болях в спине и в суставах, внутрь и наружно при выпадении волос, сибарее, при инфекции, грибковых процессах мочеполовых органов. Вот такая вот смола с добавлением прополиса. Так, и хотела вот еще отростки показать. Это как душистая герань считается. И ее обрызгаешь, она лимоном пахнет. Там у меня огромный цветок стоит, я уже от него отломила. Вот еще отросток я отламывала от розы. Вот. И на том окне еще стоят отростки. Даже я вот сейчас вот эту герань, она растет, знаете, как трава просто, как полынь. Вот я ее трогаю, она уже дает запах. Запах лимона. И если ее побрызгать водой, она будет вообще просто на всю комнату благоухает. Вот такие новости у нас. Надеюсь, вот эта вот роза, она мне очень-очень нравится. Это как каркаде. Чай пьете, каркаде? Вот это вот суданская роза и есть. Надеюсь, она у меня восстановится. Вот здесь вот интересно, вот как будто как сломанная веточка.
А на самом деле листья еще, она уже давно вот так вот согнута. Листья вроде как живые были во всяком случае. Надеюсь, это идет. Еще у нас изменения за сегодняшний день. Вот это я смотала. Моток. Вот этот смотала. Еще два вот таких, они поменьше сделала я. Потому что вот эти вот он больше, он даже вот в руку не вмещается. Вот таких два сделала, зеленых. Еще так получилось, что я, когда разматывала, нитка запуталась. И, в общем, пришлось отрезать. Ну, ничего страшного. Зато в руку удобнее брать. А вот эти вот, когда мотаешь, уже доматываешь, уже из руки выпадает на пол. И еще вот кое-что. Это у нас фотообои, которые клеили родители, когда мне еще 18 лет было. Я решила снять ковер страшненький, старый, то есть уже советский, черный там. И открылись вот такие обои. Вот здесь вот как бы парк такой. Вот я покажу. Здесь, видимо, от времени образовались такие полосы, какие-то вот белые, какие-то пятна. Эти обои, они под ковром были. Вот здесь вот типа скамейка. И ковер висел. Вот тут вот там вот были рейки. Вот видите, вот дыра. Это я выдрала прям с потрохами там из стены прям. И были рейки. Вот тут вот заделать надо. Заклеить. Ну как будем менять все в доме и ремонт делать. Вон там вот тоже вот там заделать надо. Вон там. Все это обдерется, конечно, но пусть пока хотя бы такой рисунок, потому что, ну, просто уже надоел этот ковер. С бабой тут возились, складывали ковер этот под диван. Я бы вообще заказала бы машину и диван, ковры все на благотворительность отвезли бы. Вот такая вот картина. Честно говоря, когда они ее клеили, она мне не очень-то нравилась. И сейчас не очень-то нравится. Но это лучше, чем ковер. Доча пришла, посмотрела, ей интересно было, какие же тут фотообои. Мы давно-давно говорили. Так что вот такое у нас завершение дня сегодня. Это мы клеили где-то, я не знаю, 91-й, 2-й годы или даже раньше, наверное.